Всем привет, друзья! Вы на канале Power Device, и сегодня мы поговорим о камере Realme GT Neo 2. Мы разберем все основные фишки и настройки, а также по ходу ролика я буду показывать вам сделанные мною фотографии и видео. Мы вместе посмотрим, на что способен Realme GT Neo 2. Итак, друзья, как только вы заходите в приложение камера, по умолчанию у нас выбран режим обычного фото. Отсюда же сразу включается широкоугольная камера, вот таким нажатием. Также зум фотографий можно делать, нажимая вот на эти точки. Это будет 2х, а это 5х. Либо увеличение делается щипком. Но удобнее всего увеличение сделать вот таким образом. Удерживаем, появляется вот такое колесо. Таким образом увеличение происходит гораздо плавнее. Если вы, к примеру, хотите быстро добавить яркости фотографии, просто удерживайте на экране и поднимайте вверх. Вниз яркость убавляется. Чтобы вернуться к исходной яркости, просто нажимаем по экрану. Также здесь слева и справа есть вот такие иконки. Давайте зайдем вот в эту. Как вы уже догадались, это Google линза. По сути, это очень хороший помощник. К примеру, вам нужно найти вот такие изображения в интернете. Фотографируем его. Также, к примеру, здесь можно выполнить перевод текста. Нажимаем «Перевод», наводим камеру на какой-то текст и нажимаем «Снять». Текст незамедлительно переводится. Теперь зайдем в правую иконку. Называется она «Ретушь искусственного интеллекта». Если вы, к примеру, наведетесь на лицо какого-то человека и будете двигать ползунок вправо, чем правее будет ползунок, тем сильнее применится искусственный интеллект. То есть произойдет сглаживание кожи лица и небольшое улучшение фотографии в целом. Далее, друзья, сверху мы можем наблюдать вот такую сноску. Здесь можно применять эффект «Сдвиг-уклон». Другими словами, он называется Tilt-Shift. Применяется эта функция для того, чтобы вызвать эффект игрушечной миниатюры у каких-либо объектов. То есть, к примеру, даже у огромной грузовой машины. Когда вы его включите, по стандарту будет вот такое размытие, вверх-вниз. Но для большего эффекта, который лично мне нравится, лучше включать круговое размытие. Чтобы увеличивать размытие, нажимаем вот сюда и продвигаем ползунок вправо. По стандарту у нас стоит 60%. Далее, друзья, вы можете менять соотношение сторон фотографий. По умолчанию у нас стоит 4 к 3, также можете выбрать 1 к 1, полное изображение, либо 16 к 9. Если, к примеру, снять фотографию 4 к 3, а потом сделать снимок 1 к 1, то разницу вы увидите наглядно. Это 4 к 3, а это 1 к 1. Здесь рамки уже. Ну и последняя здесь вкладка – это таймер. Сейчас он выключен, можете активировать на 3 секунды, либо 10. Выставляем 3 секунды, нажимаем затвор, снимок совершается через 3 секунды. Далее перейдем вот к этим иконкам, которые находятся сверху. Первая управляет вспышкой. Сейчас вспышка выключена, если ее включить, то она будет совершаться при нажатии на затвор. Также можно включить автовыбор. Здесь смартфон сам будет определять, нужно ли включать вспышку, в зависимости от освещения. И последняя здесь вкладка – это подсветка. Вспышка будет включена на постоянной основе. Дальше идет включение эффекта HDR. Сейчас он отключен, можно его включить на постоянной основе, либо автовыбор. Друзья, сразу скажу, что я всегда отключаю HDR. Либо включаю его, когда мне это нужно. Автовыбор никогда не ставлю. И здесь стоит добавить, что HDR – это расширенный динамический диапазон. Но лучше его активировать в каких-то определенных случаях. Например, если вы снимаете ночной город при хорошем освещении, тогда его можно включить. В режиме ночь такой функции нет. А вот в режиме фото вы можете заснять такую фотографию со включенным HDR. Но в целом, если включать HDR на каких-то обычных фотографиях, разницы вы не увидите. Далее идет иконка, которая включает цветовое искусственное улучшение. К примеру, вот этой иконкой мы включали искусственное улучшение, которое больше ретуширует лицо, а это больше изменяет цвет. Но, к слову скажу, друзья, если вот это искусственное улучшение хоть как-то работает на Realme, то вот это практически не работает. Так было и на предыдущих моделях, которые я тестировал. Давайте сейчас выключим все искусственные улучшения и посмотрим фото в обычном режиме. Что здесь можно сказать? И без всякого улучшения цветопередача реалистичная.
Снимки выглядят живыми. Качество фото, конечно, не назвать очень высоким, но в целом все на достойном уровне. А теперь, друзья, посмотрите вот эту фотографию, которую я сделал без включенного интеллекта. Дальше я активировал искусственное улучшение цвета и сделал еще один такой же снимок. Разницу вы заметите едва ли. Если вы хотите какое-то улучшение цвета, то лучше применять вот эти фильтры. Здесь их достаточно много, на любой цвет и вкус. Не забудьте потом выбрать оригинал, чтобы ваше фото было в исходных цветах. Раз уж мы заговорили про цветовые фильтры, стоит добавить, что в этом смартфоне Realme рекламировали вот такой режим, называется «Улица». Вот эти две иконки, две главные функции этого режима. Давайте зайдем вот сюда. Здесь можно плавно вручную управлять фокусировкой. Причем, друзья, обратите внимание, что когда смартфон ловит максимально качественный фокус, объект съемки загорается желтым цветом. Чем больше желтого цвета на объекте, тем качественнее будет фокус. Когда вы отпускаете палец, желтый цвет пропадает, можете делать снимок. Ну и вторая главная функция здесь – это отдельные цветовые фильтры, которые разработаны в сотрудничестве с уличными фотографами, как заявляют нам Realme. Эти фильтры, конечно, отличаются от тех, которые мы рассматривали ранее в режиме фото. Посмотрите, какие фотографии я сделал с помощью вот этих фильтров. И стоит отметить, что в этом режиме можно включать формат RAW. Если вы будете совершать снимок со включенным RAW форматом, то у вас будет сохраняться две фотографии. Одна с примененными фильтрами, если вы их применяли, а вторая такая же полностью без эффектов, в исходном виде. Думаю, суть вы поняли. Идем дальше. Ну и давайте затронем основные настройки камеры Realme. Здесь вы можете включить водяные знаки. Эта модель телефона, она отображается снизу. А это дата и время. С помощью кнопки громкости. Если выбрать громкость и в приложении камера нажимать на качельку громкости, то будет срабатывать общая громкость смартфона. Если же выбран затвор, как в моем случае, то при нажатии качельки громкости будет совершен снимок. Ну и третье – масштаб. Думаю, здесь все понятно. Здесь можно отключить звук затвора, когда вы совершаете фото. А эта галочка активирует местоположение, которое будет указываться на вашем фото. Во вкладке «Композиция» можно активировать сетку на фото или на видео, а также включить уровень. Давайте включим сетку, например, на фото. Экран делится на 9 ровных частей. Профессиональные фотографы очень часто используют сетку для правильной компоновки объектов в кадре. Самый простой способ взять вот это пересечение верхнего квадрата и навести его на объект, который вы фотографируете. Выглядит это примерно вот так. С левой же стороны подбираете какой-то задний фон. Получается вот такой снимок. С помощью сетки вы просто правильно располагаете объекты в кадре. Также в этих настройках можно включать диагонали либо золотую спираль. Все это относится к тому же, что и сетка. Еще, как я говорил ранее, здесь есть полезная настройка уровень. Уровень работает как в вертикальном положении смартфона, так и в горизонтальном, как сейчас. В горизонтальном появляются вот таких два крестика. Их нужно совместить вместе. Как только вы их совместили, крестик встает желтым. Это значит, что ваш смартфон расположен ровно по горизонтали. То же самое будет и с вертикальной позицией, только там вы увидите два прямоугольника. Их нужно также совместить вместе. Расширенные настройки. Если активировать вот эту галочку «Перевернуть селфи», то селфи-снимки вы будете видеть в зеркальном виде. Формат фото и видео здесь лучше оставлять по умолчанию. Для фото это JPEG, это максимальная совместимость и качество. А для видео H264, это также совместимость плюс качество. Жесты для быстрого запуска. Если активировать эту галочку, теперь при заблокированном экране, если мы нажмем на качельку громкости 2 раза, активируется камера. При этом мы сможем сделать фото, не разблокируя смартфон. Далее мгновенный общий доступ и редактирование. Если галочка активирована, то при совершении фото
Вот здесь появляется такая сноска. Нажимаем на нее, выпадают такие инструменты. Открыть быстрые инструменты вы можете в любой момент, вот таким свайпом. Здесь вы можете делиться фото, быстро заходить в редактор, либо также быстро применять вот такие эффекты. Но до них мы еще дойдем. Методы съемки. Снимок касанием. Если активировать эту галочку, то вы сможете совершать снимки вот таким образом. Вторая функция здесь – показать ладонь. Предназначена она для фронтальной камеры. Вы просто активируете фронтальную камеру, показываете ладонь в кадре, начинается обратный отсчет. Далее совершается фото без нажатия кнопок. Коррекция искажений в портретной ориентации. Портретная ориентация – это когда вы держите смартфон вертикально, вот как сейчас он у меня в руках. Сразу скажу, что тестировал я фото со включенной галочкой и без нее. Никакой разницы нет. Никаких искажений я не замечал и улучшений тоже. Поэтому здесь на ваш выбор. Можете оставлять галочку, а можете отключить ее. Далее сверхчеткий режим искусственного интеллекта. Работает он только в портретной ориентации. Эту галочку можно активировать, но здесь также я не увидел какой-либо разницы. Работать она должна в режиме простого фото, когда вы держите смартфон в портретной ориентации. По настройкам мы пробежались, давайте перейдем к портретному режиму. Здесь также можно применять сглаживание, увеличивать эффект боке, то есть размытие, применять фильтры и таймер. Больше в этом режиме ничего необычного нет. Давайте перейдем к 64-мегапиксельной камере. Друзья, чтобы вы понимали разницу между режимом в 64 мегапикселя и обычными фото, давайте их сравним. Слева обычное фото, справа 64 мегапикселя. Взгляните на разницу в передаче цветов. На простом фото чуть больше яркости и оттенки чуть теплее. И если посмотреть вниз, где попадает мало света, то можно заметить, как обычное фото лучше справляется с этой областью. А вот на приближении, конечно, видна разница в пикселях. На обычном фото все значки читаются, но при этом заметны большие неаккуратные пиксели. На фото в 64 мегапикселя такого нет, надписи заметно сглажены. В целом, фото с повышенными мегапикселями имеет преимущество только на приближении. Я бы рекомендовал вам совершать снимки в обычном режиме, так как они более реалистичны, при этом гораздо меньше весят. Конечно, также я не забыл про ночную съемку. Тем более компания Realme в этом смартфоне ночную съемку выделяют как улучшенную. Во-первых, здесь вы можете использовать фильтры, менять соотношение сторон. Естественно, в настройки мы заходить не будем, так как во всех режимах они практически одинаковые. И все основное мы уже разобрали. Также в ночной съемке активируется широкоугольная камера. Либо режим Pro. Режим достаточно интересный, с помощью него можно создавать красивые фото, но на все это потребуется отдельное видео. Если вы хотите, чтобы я разобрал этот режим отдельно, пишите об этом в комментариях. Если наберется много желающих, я обязательно выпущу такое видео. А также, друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Жмите колокольчик, ведь я стараюсь для вас. Не сомневайтесь, что впереди еще очень много полезных и крутых роликов. Ну а теперь посмотрим фотографии в ночной съемке. В целом, алгоритмы обработки достаточно неплохо справляются, ведь Realme описывают этот режим как суперночной, но я считаю, что на фото немного не хватает яркости, а вы как думаете? В целом, конечно, разница видна. Фото слева – это обычный режим, справа – ночной режим. Теперь, друзья, давайте переключимся в режим селфи-камеры. Здесь вы можете, как и в обычном фото, управлять вспышкой, активировать HDR, фильтры и включать таймер. Настройки здесь также не отличаются. Еще здесь возможно менять формат фото. А вот здесь снизу вызываются вот такие фильтры, которые работают в режиме реального времени. Улучшение текстуры кожи, щеки, размер глаз и так далее. Вот такое фото я сделал с помощью данной коррекции. Похоже на инопланетянина. А этот снимок на фронтальную камеру я сделал в обычном режиме, без применения каких-либо эффектов. Матрица этой камеры передает много деталей, фото получаются свежими. И даже на приближении снимок остается реалистичным и детализированным. Не забыл я, конечно, и о портретных селфи-снимках.
Размытие у них хорошее, ровно по контуру, но с простыми селфи по качеству, конечно, не сравнить. Здесь чуть меньше деталей и резкости. Дальше предлагаю переключиться на вкладку «Видео». Здесь также можно активировать искусственное улучшение, как и в фото. Переключаться на широкоугольное видео. Обратите внимание, что в широкоугольном режиме камера способна снимать только при 30 FPS в 1080. Также здесь можно регулировать зум вот таким образом, как и на фото. Верхние иконки нам позволяют управлять вспышкой, включать стабилизацию, до этого мы еще дойдем, управлять искусственным интеллектом, это то же самое, как на фото. А также есть возможность снимать видео в режиме боке, то есть с размытием. Это практически то же самое, что и с фото в портретном режиме. Здесь можно увеличивать эффект размытия. В этом режиме смартфон снимает в 1080 30 FPS. Если включить 60 кадров в секунду, эффект боке не поддерживается, он отключается. Также на видео поддерживаются фильтры, как и на фото. Не забывайте, что если у вас подсвечена вот эта иконка, значит активированы какие-то фильтры. Ставьте оригинал. Сейчас, друзья, давайте я вам покажу видео в 4К, которое я отснял. Стабилизация здесь поддерживается в 4К, только при 30 FPS. Теперь давайте разберем обычный режим видео 1080 30 FPS. Во всех режимах видео здесь поддерживается начальная стабилизация, но ее можно активировать улучшенную либо сверхстабилизацию. К примеру, если мы включим улучшенную стабилизацию, то смартфон будет снимать в 1080 60 FPS. Посмотрите качество видео в этом режиме. И когда вы активируете сверхстабилизацию вот здесь, появляется еще вот такая вкладка «Супер сверхстабилизация». Конечно, я не знаю, кому это пригодится, но я считаю, что Realme немного с этим перемудрили. Даже обычная стабилизация работает нормально, а со сверхстабилизацией качество немного падает. Это вы должны понимать. Теперь, друзья, поговорим про фронтальную камеру. На Realme GT Neo 2 она может снимать только при 30 FPS, неважно в 1080 или 720. При этом поддерживается стабилизация. Посмотрите короткий отрезок видео без стабилизации. А это со включенной стабилизацией. И что мне тут понравилось, что качество практически не падает, что со стабилизацией, что без нее. В этом, я считаю, есть большой плюс. Давайте также немного затронем вкладку «Еще». Здесь можно включить макрорежим. Realme его называют ультрамакро. Вот эти фото я сделал с помощью него. По опыту скажу, что до ультрамакро здесь не дотягивает. Фото получаются среднего качества. Также здесь есть астрономический режим, с его помощью можно заснять звездное небо. Но это очень сложно сделать, друзья. Нужно на штативе долго снимать очень чистое небо, например, где-то на природе. Тогда у вас, возможно, что-то получится. Еще из интересного здесь двойной режим, это когда будет снимать и фронтальная камера, и основная. В остальных же режимах, кроме улицы, нет ничего необычного. Ну и под завершение видео давайте поговорим о не менее полезных редакторах фото и видео. Редактировать их можно двумя способами. К примеру, выбираем нужное нам фото, нажимаем «Изменить». Здесь можно обрезать фото, добавлять автояркость, контраст и так далее. Также все эти параметры вы можете менять вручную. Также можно накладывать фильтры, рисовать на фото, накладывать какой-то текст, делать размытие. Например, размытие делается по контуру, чтобы не было видно задний фон. Также делать ретушь лица. Сейчас эта опция не активна, так как смартфон не нашел лицо. Накладывать палитры, добавлять стикеры, либо стирать какие-то объекты. Второй вариант редактирования более развернутый. В него вы попадаете вот здесь.
Делается он с помощью программы SoulLoop. Также зайти в нее можно с рабочего стола. Выглядит она вот так. Здесь очень много различных функций и можно создавать вот такие простейшие клипы. Скорее всего, полный обзор функций этой программки я проведу в каком-нибудь следующем ролике. Если вам это нужно, ставьте лайки и пишите об этом комментарии. На этой ноте буду завершать видео. Желаю всем качественных девайсов. Скоро увидимся на YouTube. Пока-пока.